В нашем энергоинформационном поле уже содержится вся необходимая информация о нас, поступающая из нашего бессознательного. Эта информация включает в себя не только физические и эмоциональные состояния, но и глубокие внутренние переживания и паттерны поведения. Научившись правильно считывать эту информацию, вы сможете лучше понять себя и свои потребности. Это знание поможет выявить внутренние конфликты и блокировки, которые мешают вам двигаться вперед. Развивая свою чувствительность и интуицию, вы открываете для себя новые возможности для личностного роста и решения проблем. Этот процесс становится ключевым элементом в вашем пути к гармонии и самореализации. Позвольте себе узнать, как извлечь пользу из своего внутреннего мира и наладить более глубокую связь с собой. Друзья, давайте начнем с теории и постепенно перейдем к практическому применению. Наше бессознательное действительно общается с нами через язык тела. Оно выражает наши эмоции, чувства и внутренние состояния, используя физические реакции и сигналы. Каждый жест, положение тела и даже дыхание могут рассказать о том, что происходит на глубинном уровне. Когда мы обращаем внимание на эти сигналы, мы можем лучше понять свои истинные желания и потребности. Именно поэтому важно развивать чувствительность к своему телесному опыту. В этом видео мы не только изучим теорию, но и применим практические техники, которые помогут вам наладить связь с вашим бессознательным через тело. Приготовьтесь открыть для себя, как ваше тело может стать мощным инструментом для самопознания и личностного роста. Существует огромное количество информации между ядром атома и окружающим его полем. Если представить, что атом имеет размер среднего автомобиля, то электрон, который может находиться в любой точке этого поля, будет размером с горошину. Пространство между ядром атома, автомобилем и электроном составит около 220 квадратных километров, и электрон может быть обнаружен в любой части этого пространства. Далее, если соединить два атома, например, атом магния и атом кислорода, они образуют молекулу. В процессе образования молекулы поле атома магния взаимодействует с полем атома кислорода, и в точке их пересечения происходит обмен информацией. Там, где они пересекаются, они делятся информацией. Это создает резонансное поле, которое изменяет оба атома и формирует молекулу. Если затем соединить несколько молекул, они могут образовывать химические вещества. Таким образом, вместо двух соединяющихся атомов мы можем получить сотни соединяющихся атомов. И когда они связываются, появляется общее поле информации, которое окружает химическое вещество. При организации химических соединений в сложные системы формируются структуры, способные создавать клетки. Информационное поле, окружающее эти химические соединения, образует поле вокруг клетки. Далее, если соединить клетки, они образуют ткани, которые также имеют общее информационное поле, позволяющее клеткам работать совместно на общее благо. Вся эта коллективная информация формирует коллективное сознание. Когда ткани объединяются в орган, они образуют группу, которая функционирует совместно, как клетки, состоящие из химических соединений, которые, в свою очередь, состоят из молекул, образованных атомами. Все это создает информационное поле вокруг органа, которое можно воспринимать как ауру. Это информационное поле формирует информацию, позволяющую материи вести себя определенным образом. Вокруг органа существует силовое поле. Если объединить несколько органов, мы получим системы органов. В
процессе жизни системы органов постоянно подвергаются изменениям, которые затрагивают их энергию, вибрации и информационное поле. Энергия, поступающая из пищи и кислорода, используется для поддержания жизнедеятельности, роста и восстановления тканей. Уровень энергии может варьироваться в зависимости от физической активности, эмоционального состояния и окружающей среды. Каждая клетка и орган обладают уникальными частотами вибраций, которые также изменяются в зависимости от состояния здоровья и внешних воздействий. Например, стресс может привести к снижению вибрационной частоты, тогда как позитивные эмоции и хорошее здоровье способствуют ее повышению. Информационное поле вокруг систем органов также подвержено изменениям. Оно может усиливаться или ослабевать в зависимости от взаимодействий с окружающей средой и эмоционального фона. Заболевания могут нарушить гармонию этого поля, в то время как практики, такие как медитация, могут способствовать его укреплению. Таким образом, в процессе жизни системы органов адаптируются и изменяются, что влияет на их функционирование и общее состояние организма. Теперь представим, что вы сидите на стуле. Этот стул проявляет некоторую энергию и порядок. Фактически, все в творении всегда имеет две вещи – энергию и порядок. Стул – это энергия, потому что он поддерживает вас. Верно? Вы не упали. Это энергия в форме стула. Этот уровень – это уровень наших чувств. Это ньютоновский уровень, если хотите, уровень действия и реакции. Теперь интересно, что это иерархия. Стул состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из субатомных частиц. А субатомные частицы состоят из волн. Но есть и другой способ понять это. Это более тонкий уровень. Каждый более тонкий уровень творения имеет больше силы, больше энергии и больше порядка. Если бы вы захотели бы получить из вашего стула больше энергии, чем просто сидеть на нем, вы могли бы перейти на молекулярный уровень, переставить молекулы, например, поджечь его и высвободить гораздо больше энергии в виде тепла и света. Если вы хотите получить еще больше энергии из стула, вы могли бы перейти на атомный уровень. Если бы вы знали, как разделить атомы стула, вы могли бы высвободить огромное количество энергии, и так продолжается на более тонких уровнях. Уровень волны чрезвычайно мощный. Кстати, как мы создаем стул из волны? Мы можем рассмотреть это так. Если это волна, и она движется в одну сторону, а затем у вас есть другая волна, движущаяся в другую сторону, и еще одна волна, движущаяся в эту сторону. Кстати, волны распространяются бесконечно во всех направлениях. Там, где они пересекаются, у вас есть частица прямо здесь. А затем, когда частицы соединяются, вы получаете атом, затем молекулу, а затем стул. В общем, все состоит из вибраций. Откуда берутся вибрации? Они исходят на самом деле из этого поля чистого сознания. У этого есть и другие названия. Дэвид Бом, которого Эйнштейн считал своим интеллектуальным сыном, потому что он мыслил очень похоже на Эйнштейна, называл эту область имплицитным порядком. Он сказал, что это не энергия и не форма. Но что это? Это ничто, и тем не менее из этого ничто все возникает. Первое, что возникает из ничего, это волна, и так она накапливается. Теперь, когда люди занимаются техниками исцеления и формами энергетического исцеления, они работают на этом очень мощном уровне волны. Что они делают? Так это берут волну и как бы направляют ее в определенном направлении. У них могут быть символы, может быть какой-то способ мышления. Они могут выполнять определенные движения, которые создают энергию, такие как тайцзи и цигун. Это все энергия, и она очень мощная на этом уровне. Энергоинформационное поле – это основная форма существования материи.
Она находится в непрерывном движении и изменении, количественной формой чего выступает энергия, а качественной формы движения и информация. Энергоинформационное поле может быть общим, вселенского масштаба, и индивидуальным, поле одного человека. Общее поле работает как организующее начало, создавая и складывая мельчайшие элементы в гармоничную систему. Именно за счет него зародилась жизнь. Каждый объект несет какую-то информацию, и любое взаимодействие живого существа, в том числе человека, с окружающей средой, это обмен энергией и информацией. Процесс такого обмена непрерывен и постоянен. Человек связан с энергоинформационным полем через постоянный обмен информацией и энергией с окружающим миром. Это взаимодействие происходит на физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Например, общение с другими людьми, восприятие природы и взаимодействие с искусством являются формами обмена информацией, которые влияют на наше состояние и восприятие. Энергоинформационное поле также оказывает влияние на здоровье и благополучие человека. Состояние стресса или гармонии могут изменять качество этого поля, что, в свою очередь, отражается на физическом и психическом состоянии. Таким образом, наше внутреннее состояние может оказывать влияние на окружающее пространство и людей вокруг нас. Кроме этого, индивидуальное поле человека связано с общим энергоинформационным полем, что подразумевает, что мысли, эмоции и действия одного человека могут воздействовать на коллективное сознание. Это создает общее состояние общества и может влиять на атмосферу в группе людей. Творческие люди подключаются к энергоинформационному полю через свою чувствительность и интуицию, что позволяет им улавливать тонкие нюансы окружающего мира. Они часто используют медитацию и рефлексию, чтобы очистить ум и открыться новым идеям. Эмоциональная экспрессия служит источником вдохновения, позволяя трансформировать чувства в искусство. В состоянии потока, когда они полностью погружены в процесс, творцы ощущают единство с окружающим миром, что помогает им получать доступ к более глубоким уровням информации. Кроме того, общение с другими людьми обогащает их восприятие и способствует установлению связи с коллективным энергоинформационным полем. Интуиция и восприятие также играют важную роль в связи человека с энергоинформационным полем. Многие утверждают, что интуитивные озарения и предчувствия возникают благодаря этому взаимодействию. Человек может чувствовать изменения в атмосфере, настроении других или предсказывать события на основе тонких сигналов. Наконец, духовные практики, такие как медитация и йога, помогают наладить связь с энергоинформационным полем, позволяя лучше воспринимать информацию и энергию. Это способствует личностному росту и гармонии, делая человека активным участником энергоинформационного поля и влияя на него своим существованием. Существуют различные механизмы и техники, позволяющие считывать информацию о человеке на уровне чувств через энергоинформационное поле. Одним из ключевых аспектов является эмпатия, которая позволяет специалистам чувствовать эмоции и состояние клиентов, что способствует более глубокому пониманию их переживаний. Телесные практики, такие как соматическая терапия, помогают выявлять внутренние состояния через осознание телесных ощущений и движений. Например, техника системных расстановок по Хеллингеру позволяет обнаружить скрытые динамики в семейных системах, считывая эмоциональные связи и взаимоотношения. Интуитивные методы также играют важную роль, поскольку психотерапевты могут использовать свою интуицию для восприятия энергии и состояния клиента,
что помогает выявлять глубинные проблемы. Практики медитации и осознанности развивают способность быть более восприимчивыми к сигналам, исходящим от клиента, позволяя считывать информацию на более тонком уровне. Кроме того, кинестетическое восприятие, основанное на физических ощущениях, помогает понять эмоциональное состояние клиента. Все эти техники позволяют специалистам подключаться к энергоинформационному полю и получать важную информацию о состоянии и потребностях человека, что делает терапию более эффективной. Но как простому человеку использовать все эти знания? Давайте посмотрим очень простой тест, который сможет освоить любой человек. И для этого не потребуются годы практики и обучения. Речь пойдет о кинезиологическом тесте, навыки которого вы можете освоить буквально за считанные минуты. Кинезиологический тест – это ворота в бессознательное, туда, где содержатся все программы, убеждения, страхи, слова, принятые нами за истину, весь накопленный опыт. Там же хранится информация, заложенная в ДНК и переданная нам от родителей. Кинезиологические тесты могут помочь выявить блокировки, дисбалансы и другие проблемы, влияющие на здоровье. Также вы можете использовать его в моменты, когда вы стоите перед выбором принятия решения. Идти или не идти куда-либо, делать или не делать, нужно или не нужно, встречаться с этим человеком или нет, подписывать ли новый договор и так далее. Можно воспользоваться очень простой и достоверной методикой. Все, что понадобится для совершения верного выбора, у вас уже есть. Это ваше физическое тело. Ну, еще, как его называют, мышечный тест, мускульный тест, научное его название придумал японский профессор Амура в 1981 году. Звучит он так. Это двупальцевый кольцевой тест идентификации и локализации. Этот тест несложный, его можно применять в разных ситуациях, жизненных ситуациях, пользоваться, соответственно, им, да. Ну, я расскажу о 3 методах. Механика теста очень простая, и вы можете использовать ее в различных бытовых ситуациях. Вот уже 50 лет в кинезиологии существует мускульный тест, позволяющий через реакцию тела легко и быстро получить ответ на вопрос о себе. Тело обладает информацией о том, что нам на пользу, а что во вред, что есть истина, а что ложь. На ложь тело реагирует понижением тонуса мышц. В ответ на правду мышцы остаются сильными. Тело не обманешь. Методик выполнения мускульного теста несколько в зависимости от используемой мышцы индикатора. Попробуйте все, чтобы выбрать наиболее подходящую для вас. Перед проведением теста рекомендуется выпить стакан воды. Во время тестирования следует избегать задержек дыхания. Ну, первый метод несложный. В принципе, да, мы берем указательный и большой палец, соединяем между собой. Вот, другой рукой мы берем указательный палец и просто пробуем разжимать. То есть мы таким образом тренируем вот эту группу мышц, то есть на разжатие. Но при этом можно задать себе вполне нормальный вопрос. Допустим, я здесь, и попробовать, что получается. Или, допустим, сказать, меня здесь нет, и попробовать опять, что получается. И почувствовать реакцию. То есть, когда вы говорите здесь, то есть правду вы говорите, то, скорее всего, не скорее всего, а точно, у вас начинается сжатие, да, то есть вы сжимаете. Как только вы говорите неправду, то есть меня здесь нет, соответственно, легкость усиливается. Но это что касается первого метода. Второй метод
или, можно сказать, калибровочный метод, да, как почувствовать вообще вот эту кинезиологию, как почувствовать вот это внутреннее поле, да, тела на мышечном уровне. Я предлагаю вот такой тест. То есть возьмите 3 пальца, указательный, значит, большой и средний, да, вот 3 пальца. И попробуйте вот так потрите. Вот, почувствуйте, что происходит. Вот. Значит, вторую руку берем, ладонью, значит, вниз, вот так вот к голове, и трем. То есть свободное, легкое потирание. То есть ничего более. Просто потирание. Угу. Убрали руку. Теперь ладонью кверху. Вот так вот, да, видно? Ладонью кверху. Опять потерли. Угу. Что происходит? То есть, когда мы, ну, почему он калибровочный, да? То есть, когда мы ладонью к голове, то есть гипертонус мышц укрепляется. Как только мы перевернули, ослабевает. Вот так мы проверяем, соответственно, нашу, скажем, кинезиологию вот этих ощущений. То есть здесь мы можем откалибровать, чувствуем мы это или нет. Вот. Ну и, соответственно, третий метод, вот, ну, он тоже, в принципе, как и первый, но немножко различается. Тоже мы делаем кольцо, большой и указательный палец. Дальше мы вставляем, значит, тоже берем большой и указательный палец вот таким макаром. То есть просто их прижимаем. И вставляем в это кольцо. Просто вставляем и разжимаем. Тоже я здесь, меня здесь нет. То есть вот таким образом. Соответственно, вы поймете, вот, где у вас сжалось. То есть вы здесь, значит, вы здесь. Вас нет, ну, соответственно, легче разжалось, да, то есть вот здесь вот можно потренироваться. Но калибровать именно вот по второму тесту, чтобы понять вот это чувство, да, значит, сжатие и разжатие. Сомкните в кольцо кончики указательного и большого пальцев одной руки. Указательный палец другой руки поместите в это кольцо. Попытайтесь вместе смыкания указательного и большого пальцев разорвать образованное ими кольцо. Оцените силу своих пальцев, ничего не утверждая. Затем приступайте к тесту. В случае правдивого утверждения пальцы будут оставаться сильными, разорвать кольцо будет трудно. В ответ на ложное утверждение мышцы ослабевают, и разомкнуть пальцы становится легче. Если указательный палец слишком сильный, его можно заменить на средний или безымянный. Ну, конечно, есть еще вот 2 кольца мы соединяем между собой, но это уже как бы классика жанра. И плюс еще профессионалы, которые уже с этим сталкивались не один, скажем так, год. Уже просто от того, что клиентов много или просто уже сами по себе, что работают очень долго и часто сталкиваются с этим кинезиологическим тестом, они ставят на поле сердца, то есть чувствуют, да, вот. Мне достаточно, может быть, кого-то, допустим, если вы с клиентом работаете, то очень удобно, то есть на поле сердца, то есть клиент сидит напротив, вы с ним общаетесь онлайн и, допустим, резонирует, да, клиент с вами резонирует. Я вижу, я слышу, я чувствую. Значит, обязательно вот эти 3 слова, то есть, когда вы с клиентом работаете, перед вот этими всеми тестами, надо, чтобы поймать вот этот резонанс между клиентом и вами. Это очень важно, потому что если нету резонанса, вы его никак не почувствуете. Вот, не получится у вас просто. То есть мы смотрим вдоль плинтуса и говорим, я вижу, я слышу, я чувствую. Все. То есть посидели минутку, вот эти слова сказали 2-3 раза, и клиент как бы резонирует с вами, то есть вы с ним в одном поле находитесь. Потому что во время, ну вот практика как показала, во время онлайн-беседы клиент бывает, ну после работы пришел или что-то делал, и вдруг вот он резко сел, но он еще не успел освоиться, он не успел еще вот прийти в себя, можно сказать. Он еще не в поле, да, где-то еще там другие, с мыслями с другими, где-то в другом месте.
Вы, соответственно, его усаживаете и с ним, значит, начинаете вот такую вот беседу. А достоверность этих ощущений. Ну, конечно же, если вы сильно переволновались, если пережили какой-то стресс, если какой-то голод, какая-то жажда, какая-то боль, то, соответственно, мышцы могут вам сказать недостоверно. Вот. То есть сказать неправду. Вот. Ну, я не знаю, мне, допустим, помогает стакан воды. То есть, если я где-то перевозбудился, или голоден, или еще что-то, но мне надо проверить эти тесты, да. Вот. Соответственно, глоток воды или стакан воды выпиваем и вот, приступаем к тестированию. Тестировать можно все, что угодно. От, допустим, ну, я не знаю, там вот чай, кофе можно, да, там, что вам нравится, продукты какие, да, от продуктов питания до, там, ну, я не знаю, желаний каких-то, да, хотите вы это все-таки или не хотите, тоже очень важно. Ну и, соответственно, помогает, конечно, в лечении. Вот, психология – это очень такой метод, скажем так, обширный, вот, и его часто применяют психологи. Итак, друзья, давайте посмотрим несколько рекомендаций по этой практике. Мускульный тест – это ворота в подсознание. Можно спрашивать о чем угодно. Главное, чтобы вопрос был сформулирован так, чтобы на него было только два варианта ответа – да или нет. Тело обладает информацией о том, что нам на пользу, а что во вред, что есть истина, а что ложь. На ложь тело реагирует понижением тонуса мышц, а в ответ на правду мышцы остаются сильными. Тело не обманешь. Мы можем себя обманывать, но наше тело никогда не врет. Поэтому с ним можно поговорить на чистоту. Перед проведением теста рекомендуется выпить стакан воды. Во время тестирования следует избегать задержек дыхания. Сомкните в кольцо кончики указательного и большого пальцев одной руки. Указательный палец другой руки поместите в это кольцо. Попытайтесь вместе смыкания указательного и большого пальцев разорвать образованное ими кольцо. Оцените силу своих пальцев, ничего не утверждая. Затем приступайте к тесту. Произнесите вслух утверждение, которое подразумевает очевидную истину. Если вы находитесь в своей комнате, то скажите «Я нахожусь в своей комнате» и разорвите кольцо. Отметьте для себя интенсивность усилия, которое вам пришлось приложить для разрыва кольца. Затем произнесите фразу, которая является очевидным несоответствием истины. Например, «Я нахожусь в каюте круизного лайнера». И снова разорвите кольцо. Интенсивность усилия для разрыва кольца должна быть значительно ниже, чем в первом случае. Это будет объективно заметно. В случае правдивого утверждения пальцы будут оставаться сильными, разорвать кольцо будет трудно. В ответ на ложное утверждение мышцы ослабевают, и разомкнуть пальцы становится легче. То есть, когда для разрыва кольца требуется больше усилий, это обозначает ответ «да», мышцы в гипертонусе. В обратном же случае, когда кольцо слабое, мышечная гипотония, это означает ответ «нет». Теперь мысленно, а в тренировочных целях лучше вслух, задайте интересующий вас вопрос и получите ответ от своего подсознания через свое тело. Если после постановки вопроса вы легко разрываете кольцо, значит решение вопроса ослабит тело, то есть ответ тела «нет». Если кольцо не разрывается или разрывается с более интенсивным приложением усилий, значит решение вопроса укрепляет тело, то есть тело отвечает «да». Если указательный палец, который задействован в образовании кольца, слишком сильный, его можно заменить на средний или безымянный.
Друзья, в нашем энергоинформационном поле уже содержится вся необходимая информация о нас, поступающая из нашего бессознательного. Эта информация включает в себя не только физические и эмоциональные состояния, но и глубокие внутренние переживания и паттерны поведения. Научившись правильно считывать эту информацию, вы сможете лучше понять себя и свои потребности. Это знание поможет выявить внутренние конфликты и блокировки, которые мешают вам двигаться вперед. Развивая чувствительность и интуицию, вы открываете для себя новые возможности для личностного роста и решения проблем. Этот процесс становится ключевым элементом в вашем пути к гармонии и самореализации. Теперь, чтобы закрепить полученные знания, предлагаю вам выполнить тест самостоятельно. По мере развития вашей чувствительности вы убедитесь, что это действительно работает и приносит вам пользу. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной. Удачи на вашем пути к самопознанию и гармонии. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.